Привет! Я уже делал обзор часов Боча, я оставлю ссылку на это видео. Часы хорошо сделаны и смотрятся красиво. Основная особенность часов этой марки — это титан, из которого сделаны корпуса и браслеты их часов. Плюс к этому очень часто сапфировое стекло. А сегодня у меня часы, которые добавляют еще один плюсик — солнечную батарею. Но давайте обо всем по порядку. Диаметр корпуса этих часов очень комфортный для часов в таком стиле – 39 мм. Толщина корпуса 9,5 мм. Высота от ушка до ушка 48 мм. Расстояние между ушками 20 мм. И тут интересный момент относительно титанового корпуса. Вес этих часов на браслете всего 73 грамма. Это часы на металлическом браслете весом как G-Shock. Внешне часы представляют из себя сочетание классического и повседневного стиля. Это характерно для большинства часов Боча, как мне кажется. Этот довольно универсальный дизайн подходит под большинство, скажем так, оказий. Это практично. Их небольшая толщина позволяет часам легко проходить под манжетом рубашки. Циферблат темно-серого, такого графитового цвета. Похоже, что вся площадь циферблата представляет из себя солнечную панель, за исключением окошка с датой и внешнего контура с метками. Окошко с датой небольшое, с белой рамкой. Видно, как глубоко посажена дата, ведь над ним слой фотоэлектрической панели. Метки, назовем их условно метки часов, накладные, возвышаются над циферблатом. Если честно, с первого взгляда мне показалось, что это тритиевые трубки. Те метки, что на 3, 6, 9 и 12 часов, толще остальных. Вместе метки создают красивый объем циферблату. Но это еще не все. Метки как бы врезаны во внешний контур с минутными метками. Этот внешний контур имеет скос и добавляет глубину циферблату, делает его визуально более привлекательным и интересным. Простоту секундной стрелки скрашивает кончик, окрашенный в оранжевый. Таким же цветом выполнена надпись Solar. Как это часто бывает с титановыми часами, корпус и браслет имеют брошированную отделку, создавая такой матовый серый цвет этого легкого металла. Акцентом выделены полированные участки на браслете, а также на безеле. Безель не полностью округлый, а имеет 3 грани. Не сразу замечаешь такие мелочи, но общий вид получается интересный. Звенья браслета литые, в том числе крайние звенья. Застежка имеет 2 кнопки и штампованные детали. Стандартная для Боча плоская задняя крышка с красивой гравировкой, основными спецификациями и номером модели. Светонакопительное покрытие условно имеется. Оно нанесено на стрелки и метки, но едва ли будет различимым после 15 минут в темноте. Впрочем, для таких часов определение времени в темноте едва ли имеет принципиальное значение. Что хочется сказать в заключении? В общем и целом, отличные часы на каждый день. Универсальный повседневный стиль подходит как под джинсы с футболкой, так и под брюки с рубашкой. Что касается особенностей, то тут тоже все хорошо. Все основные плюсы часов, собственно, расписаны на циферблате. Сапфировое стекло, титановый корпус и солнечная батарея. Сюда бы еще радиосинхронизацию, вообще был бы, так сказать, полный фарш. Какие есть минусы? Но вот что я заметил, пылинки под стеклом и на циферблате. Как видите, пыль внутри, не снаружи. И это немного неприятно. С одной стороны, качество исполнения на хорошем уровне, а тут такой косяк. Но хорошо, что не сильно заметно, я далеко не сразу это заметил. Второй минус, он не совсем минус, а особенность. Благодаря использованному металлу часы весят всего 74 грамма. А есть люди, которые любят ощущать тяжесть часов. Легкие часы могут создать ощущение несерьезности, плохого качества.
Если вам важен вес часов, рекомендую вам обратить внимание на часы Дугена, обзор на который я делал на своем канале. Вот здесь вы ощутите приятную тяжесть на запястье, несмотря на то, что часы кварцевые. Поддержите мой канал лайком этого видео и подпиской. А у меня на этом все. Всем пока и до новых встреч!